Добро пожаловать всем на мой канал. Всем привет. Мы сегодня прогуливаемся по парку. Вот. Привет. Бетти уже устала и не хочет идти пешком. Пешком, лапками. И я решила записать видео о том, какие 5 документов или 5 вещей нужно обязательно получить, когда вы переехали в США, и которые облегчат вам жизнь на начальной стадии, на начальном этапе жизни в США. Если интересно, поехали дальше, поехали разбираться. Когда вы только переехали в США, в первую очередь вам нужно подумать о Social Security Number, или другими словами SSN, как здесь его называют. Если объяснить по-русски, то это, наверное, ИНН и пенсионное удостоверение в одном лице. В одном документе. Или, точнее, в одной бумажке. По-другому ее никак не назовешь. Это просто картонная бумажка с номером и с вашим именем. Это бумажка или этот документ, да, он серьезный документ, поэтому лучше его сохранить. Этот документ запрашивают везде, где можно. Когда вы получаете водительские права, когда вы поступаете в университет, когда вы идете на работу, когда вы получаете банковскую карту. И это только маленький список того, где его просят. Поэтому это самое первое, что нужно получить. SSN получается в государственном учреждении, которое выдает этот документ, бесплатно. Запросят ваш паспорт с вашей визой и адрес. Адрес нужен для того, чтобы его прислать по почте. Все документы в Америке, какие бы то ни было очень важные, или очень-очень важные, или не очень важные, присылаются по почте. Вы получили SSN, все прекрасно. Ну и переходим ко второму. Что нужно получить дальше? Это приобрести номер телефона, то есть сим-карту. И здесь есть несколько моментов, о которых тоже нужно задуматься, которые нужно учитывать. В России мы, конечно, не думаем, купили мы сим-карту, и будет ли она у нас работать в нашем телефоне, или будет ли она ловить в той или иной местности. Конечно, есть местности, которые в России не дают вашему телефону работать, как скажем, так образно скажем так. А здесь это проблема еще такая. Здесь со связью все плохо, и приходится выбирать ту сим-карту того оператора, который лучше всего работает в вашей области. В Америке есть 2 большие компании по предоставлению связи. Есть, конечно, небольшие, мелкие компании, но в основном пользуются только этими 2. Это AT&T и Verizon. Может быть, конечно, такое, что вы купили, например, сим-карту Verizon, вставили свой телефон, и сим-карта не читается. Как узнать, работает сим-карта или нет в вашем телефоне? Можно посмотреть на сайте компании, которая предоставляет вам сим-карту, или позвонить этой компании на горячую линию. Чтобы узнать на сайте, нужно посмотреть в телефоне, в настройках серийный номер телефона, вбить на сайте компании, и будет информация, работает ли этот телефон с этой сим-картой или нет. И потом уже покупать. Стоимость сим-карты зависит от того, покупаете ли вы план на месяц, на несколько месяцев, на год. Если это, например, семейный план. Но в среднем, самый средний такой план с безлимитными звонками, безлимитными сообщениями и с 5-4 гигабайтами интернета стоит примерно $35-40 в месяц, я имею в виду. То есть, если вы покупаете годовой, то вот эти $35 умножаются на 12. Вот это сим-карта. И свободно разговариваете. Теперь у вас есть SSN, теперь у вас есть номер телефона, все прекрасно. И переходим к номеру 3. Третье, что вам очень сильно необходимо в Америке, это банковская карта, а точнее кредитная карта. Кредитная карта нужна не только для того, чтобы расплачиваться в магазинах или расплачиваться онлайн за товары и услуги. Кредитная карта в Америке – это то же самое, как второй паспорт. Почему? Потому что кредитная карта формирует вам кредитную историю. Без кредитной истории в Америке жить очень-очень сложно. Почему? Потому что вы не только не сможете купить в кредит квартиру, дом или машину, вы не сможете купить даже телефон в кредит, или телевизор, или какую-то маленькую штучку в кредит.
Когда вы расплачиваетесь в магазинах по кредитной карте, какие-то мелкие покупки, такие как походы в магазин за продуктами, не знаю, еще что-то вот такое вот, у вас формируется кредитная история. И будет у вас свой как бы кредитный скор, как это сказать, не счет, а, короче говоря, чем он выше, тем лучше, тем меньше у вас будет кредитная ставка, тем выгоднее будут условия по кредиту, ну и жить вам будет гораздо-гораздо проще, потому что в Америке очень много вещей, которые покупаются в кредит. Как получить кредитную карту в Америке? Кредитную карту в Америке можно получить не только в банке, но и в таких магазинах, как Walmart или TJ Maxx. У них есть свой банк, и они могут вам выдать кредитную карту. Но, скорее всего, что если это у вас кредитная карта первая в Америке или даже банковский счет первый, то они вам откажут. Но есть специальные кредитные банки, которые на этом специализируются. Вы просто туда приходите и платите депозит, который покрывает ваш лимит. Этот лимит вам сообщает банк, то есть вы не можете выбрать, я хочу, например, на $1000 или на $2000. Изначально вам банк сам диктует условия, ну, предположим, банк вам одобрил на $500. Значит, вы приходите с $500, платите банку $500 наличными, и эти деньги лежат у вас на счету и покрывают на всякий случай ваши эти $500, которые вам можно потратить по кредитной карте. Через некоторое время, это может быть 6 месяцев, может быть через год, вам банк снимает этот депозит и разрешает вам ваши деньги забрать или снять, или потратить, и увеличивает кредитный лимит. Потому что банку изначально нужно удостовериться, что вы платежеспособный, что вы, когда тратите деньги с кредитной карты, вы своевременно их покрываете, погашаете. Когда вы будете оформлять кредитную карту в банке, банк у вас запросит ваш заграничный паспорт с визой, по которой вы приехали, номер телефона и адрес. На этот адрес банк вам пришлет кредитную карту, как и, в принципе, все документы в Америке. Теперь у вас есть SSN, теперь у вас есть номер телефона и кредитная карта. Теперь переходим тогда к следующему, номер 4. Номер 4 – это ID. ID – это то же самое, что внутренний российский паспорт, только он выглядит как пластиковая карточка. ID может быть с правом вождения и без права вождения. Без права вождения – это редкий случай, потому что в основном все здесь получают права, чтобы водить машину, потому что без машины здесь очень-очень туго, потому что с общественным транспортом здесь не так все хорошо. Получить ID, в принципе, не так сложно. Вы приходите в государственную организацию, заполняете все свои данные и оплачиваете сбор, который примерно $20, но это зависит от штата. И через какое-то время уже вам ID ваше присылают по почте. Представляете, российский внутренний паспорт вам бы прислали по почте. Сидите и ждете, думаете, дойдет все-таки или нет. Да, это немножко страшновато. Но если вы хотите получить ID с правом вождения, вот здесь переходим к пятому. Пятое – это ID с правом вождения. Я сейчас шла и думаю, куда же мне идти, потому что я что-то не помню, какой дорогой я пришла. Надеюсь, что я дойду нормально до дома. Да, ладно, поехали дальше. Чтобы получить ID с правом на вождение, вот это да, здесь я бы не была. Вот так, я же говорю, немножко я подзабуду. Как же красиво. Вау. Это гуси сидят. Сейчас попробую приблизить. Вот они сидят. Классно. Кудахчат. Они не кудахчат, конечно. Чтобы получить ID с правом на вождение, нужно сначала сдать экзамен на теорию и практику. Теория сдается сейчас очень легко, ее можно сдать онлайн из дома. Из-за того, что ковид, ввели новую онлайн-сдачу. И можно даже куда-то подсмотреть и все, в принципе, сдать. Естественно, за каждый экзамен вам нужно будет заплатить. Я так думаю, что теория подешевле, чем практика. Теория примерно $35, а практика $50. И когда вы сдали теорию онлайн, подсмотрели все, решили, вам приходит на ваш email сообщение, что поздравляем вас с сдачей экзамена, а теперь заплатите. За выпуск ID также
как и за ID без права вождения, нужно заплатить $20. После того, как вы сделали оплату $20, то через несколько недель вам пришлют временные права, с которыми вы можете ездить только в сопровождении с человеком, у которого водительское удостоверение уже есть. Так, нужно ездить 6 месяцев или год, тоже в зависимости от штата, но только в том случае, если у вас никогда не было опыта вождения. Но если у вас опыт с вашей страны уже есть, то тогда вам можно сразу делать запись на сдачу практики. Экзамен по практике сдается в городе, никакого автодрома здесь нет. В городе, естественно, там, где не трасса, а где-то на небольших улочках, просят они проехаться по городу через все светофоры, где-то припарковаться на какой-то стояночке, сдать задом, припарковаться параллельно. Ну и в принципе все. Здесь гораздо легче сдавать, здесь все спокойнее, все без нервов и в принципе шансов, чтобы сдать, гораздо-гораздо больше. После того, как вы сдали экзамен по вождению, вам нужно будет опять заплатить сбор $20 за перевыпуск уже на постоянные водительские удостоверения и ID в одном документе. Вас фотографируют, запишут, какой у вас цвет глаз, какой рост, какой примерно вес, имя, фамилия, в принципе, все данные о вас. Вы едете домой, вы можете уже управлять, потому что у вас будет номер, я так думаю, вам будет выдавать. Но самих прав самого ID у вас на руках не будет. Его опять надо будет ждать несколько недель, и вам его пришлют по почте. Вот это вот 5 самых необходимых вещей, которые нужно сразу же получить по приезду в США. Это вам облегчит ваш начальный жизненный путь в Америке. Поэтому дерзайте, все не так сложно, step by step, как говорится. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока. О боже, какая тяжелая штука. Переходим к следующему. Номер 4. Номер 4? А что ты перевернулся-то? А что ты перевернулся-то? Ну вот. Чего ты? Что с тобой случилось? Поэтому они могут дойти до вас, а могут и потеряться. Но это другая история.